Искусственный интеллект может выдать готовый текст за 10 секунд. Он выглядит ровно, спокойно и почти официально. И именно поэтому его так легко отправить дальше, не заметив слабые места. Сегодня за несколько минут покажу один прием. 3 пометки, которые я бы сделал в таком черновике до того, как использовать его в работе. В прошлом субботнем выпуске мы подробно разобрали, где проходит граница между помощью искусственного интеллекта и ответственностью человека за итоговый текст. Ссылка на полный выпуск на экране и в описании и в закрепленном комментарии. А сегодня только практика. Один учебный абзац, 3 пометки, без пациента, без МИС и без реального документа учреждения. Это разбор без пациента, наша практическая рубрика, которая выходит по средам. Если вы на канале впервые, коротко представлюсь. Меня зовут Алексей Гордеев, я врач-фтизиатр, заведующий. Вы на канале «Искусственный интеллект для врачей». Здесь я разбираю искусственный интеллект так, как он реально нужен врачу в работе. Практично, без хайпа, без замены клинического мышления. Сначала важная граница. Если в тексте есть данные пациента, название учреждения, редкие рабочие детали или другая информация, по которой можно узнать человека или организацию, я не беру такой текст для учебного разбора в искусственный интеллект. Сегодняшний пример полностью вымышленный. Представим, что искусственный интеллект подготовил вот такой черновик. На первый взгляд все хорошо. Текст короткий, уверенный, деловой. Но теперь берем 3 маркера. Первый факт. Я отмечаю все, что можно проверить. Дату, срок, число, название, конкретную роль. Здесь первая фраза с понедельника. С какого именно понедельника? Кто подтвердил эту дату? Не поменяется ли срок? Дальше. В течение одного рабочего дня. Это реальный срок или искусственный интеллект выбрал правдоподобную формулировку, где он зафиксирован? И еще. Ответственный сотрудник. Кто именно? Должность определена или это просто удобная фраза без конкретного исполнителя? Все такие места получают пометку «факт». Не потому, что они обязательно неверны, а потому, что их нельзя принимать на веру. Второй маркер – основание. Я выделяю слова «вводится новый порядок» и «необходимо подготовить». Откуда появился этот порядок? Кто его утвердил? Где он опубликован? На каком основании возникло слово «необходимо»? Искусственный интеллект очень хорошо умеет писать так, будто правила уже существуют. Но уверенный тон не создает само правило. Поэтому здесь простой вопрос. Где подтверждение? Если его нет, я не прошу искусственный интеллект придумать номер документа или подходящую ссылку. Я либо нахожу реальный источник, либо убираю неподтвержденную фразу. Третий маркер – обещание. В нашем примере это слова «гарантировать», «своевременный ответ» и «исключить жалобы». Можно ли действительно гарантировать? Кто сможет выполнить такое обещание? Что произойдет, если текст поймут буквально? Красивый черновик часто добавляет обещание сам. Обеспечит, исключит, гарантирует, всегда. Но если я оставляю такую фразу, она становится частью моего текста. Поэтому обещание нужно либо подтвердить и принять осознанно, либо смягчить, либо убрать вовсе. Теперь посмотрим на версию после разметки. Она пока не становится готовым документом. Это честная заготовка с пустыми местами. Самое важное – не заполнять эти скобки правдоподобными догадками. Если факта нет, его нужно найти у первоисточника. Если основания нет, фразу нужно убрать. Если обещание слишком сильное, его нельзя маскировать красивой редактурой. Можно даже попросить искусственный интеллект отдельно выделить в черновике факты, основания и обещания. Это полезный второй взгляд. Но искусственный интеллект показывает, где посмотреть, он не подтверждает сам себе, что там правда. Поэтому итоговая карточка очень короткая. Сначала никаких реальных данных, факт проверяю, основание нахожу, обещание принимаю осознанно или убираю вовсе. В полном субботнем выпуске я подробнее разобрал общую границу, что можно отдать искусственному интеллекту в работе с текстом, а что человек должен оставить за собой. Ссылка в описании, в закрепленном комментарии. А в следующем большом выпуске разберем другую ловушку. Красивую таблицу, цифры и ссылки, которые выглядят убедительно, но все равно требуют проверки. Напишите в комментариях, какие нейтральные рабочие тексты вы бы хотели разобрать в этой рубрике. Только без персональных данных, без документов учреждения. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.